видео под названием «Подскажу, заявка будет у нас название видео. Я перейдет пёрки пожалуйста. Мальчик третьего. Кормун, привет. Погоди, у меня есть мужик с секретарем. Тайный секретарь, да, оригинал. Погнали. И да. И же кое-что. Это мой интегральный поток. Поехали. Привет. Это Дженнет. Извините, я взломала ролик, чтобы сказать, что мой блог Яндекс.Дзен находится в описании. Спасибо за внимание. Привет, мы находимся в супер плоском мире, начните как на... Дорогие друзья, всем привет, мы находимся в супер плоском мире, начните как на Майншилде. И именно об этом сегодняшний ролик. Я воссоздал супер плоский мир в самом обычном Майнкрафте на сервере Майншилд 3 со всеми его сложностями, кроме высоты. В этом ролике нам предстоит найти подходящее место для суперплоского мира, которое подходило его под все его условия. А дальше долгие часы и десятки часов работы. Я выкопал порядка 300 тысяч блоков и потратил больше 40 часов. И я думаю, что смогу вас удивить. Не забывайте о подписке на канал и приятного просмотра. Так вот, я почти уверен, что вы все играли в стандартном супер плоском мире. Какие же главные элементы? Ну, конечно же, то, что на горизонте нету ничего, кроме слаймов, обычных мобов, которые спавнятся где угодно в этом мире, и деревень. День первый. Поиск места. Первый день. Заглянул на склад, захватил элитра, фейерверки и полетел по Майншилду искать нужный биом равнины, в котором можно было бы расположить достаточно большое ровное поле для экспериментов. И спустя всего-то пару минут полета я наткнулся на очень знакомую мне равнинку. Оказалось, это равнина, которую я использовал для одного из предыдущих своих роликов с квестом для Хайди. На ней находится QR-код, который вел к определенному этапу квеста. А если вы вдруг заинтересовались и любите квесты, можете посмотреть ролик с квестом для Хайди по подсказке сверху. Но в целом эта равнинка довольно отдаленная от спавна, и то, что мой проект тут не будет никак мешать, доказывает наличие этого QR-кода здесь уже на протяжении, наверное, полугода. Но так как пространство достаточно отдаленное от спавна, мне точно нужен удобный способ сюда приходить, потому что мне нужно будет постоянно чинить инструменты, ходить за новой едой, ходить за маяками, да и просто складывать ресы на своей базе или что-нибудь брать со своей базы. Поэтому сейчас мы займемся линковкой порталов. Хочу посоветовать вам поиграть на Кристалликсе. Кристалликс — это топ-1 сервер по мини-играм в СНГ. Мини-режимов тут просто тонна. Вот самый прокачивать мобов, добывать, играть на Кристалликсе. Самый обычный портал лежит в описании этого ролика. Я скрафтил самый обычный портал на этом месте, телепортировался, появился в обычном аду и начал прокапывать небольшой туннель к нулевым координатам, чтобы выйти к общей системе. А потом я вспомнил, что все порталы на Майншилде, ну ладно, не все, подавляющее большинство порталов на Майншилде находится сверху ада, над Бедроком, потому что там передвигаться намного безопаснее. Сами посудите, мобы не спавнятся, ну ладно, спавнятся, но только на блоках, которые игрок сам разместил. Просто так на полу они обычно не появляются. Так вот, мобы не спавнятся, и пространство достаточно ровно, поэтому там передвигаться очень удобно. Поэтому, так как я гуру линка порталов, решил перенести портал с адского измерения наверх. Если у вас вдруг есть проблемы с линком портала в аду, сейчас кратенько объясню. Берем координаты портала в обычном мире, записываем их, открываем калькулятор и делим каждую координату, кроме y, на 8. Полученные числа — это координаты портала, которые нужно разместить
уходить в воду. Поэтому я просто беру, иду на крышу Незера и размещаю там свой портал. Кстати, немножечко перенес портал, чтобы он находился не прямо в поле, где мы будем равнять, а на горе поодаль, для того, чтобы можно было удобно получать к ней доступ, и при этом не ломать его и не переносить, когда поле уже будет готово. Возвращаясь домой за очередной партией ресурсов, встретил Хайди и немножечко с ним поболтал. Слышно, как У дела? меня просто иконок вообще нету. Да нормально, что-то мне вот портал оформили. Ты не знаешь, что оформил? Как тебе, красиво, да? Блин, ты оформил? Нет, ну просто говорю, как красиво. Не, ну реально классно, я прям прям даже удивился. Прям Очень даже классно. дерево пыхает здесь даже. Только тут на что-то с листвой, у меня оно без листвы, но пыхает нормально. Пыхает Бархат, прям хорошо. бархат. После этого все же вернулся к проекту. Сломал свой старый портал, который находился не на горе, и начал свои первые раскопки. Хоть биом этого биома и Plains, но это совсем уж не равнины. Ребята, если вы не знали, если вы пробуете разложить равнины, так чисто по частям, тогда вы увидите то, что почти каждая равнина это все равно какие-то небольшие горки, а иногда очень даже большие. Поэтому пока только намечаю свои самые первые раскопки, еще даже не предполагаю, под какой конкретно уровень я буду все тут равнять. А еще я думал, что я управлюсь с этим буквально дня за 2-3. Как же я ошибался. День номер 2. Изначально я думал, что я смогу все складывать в шалкеры, а потом транспортировать прямо к себе на базу и не устраивать для серийного склада. Но в какой-то момент я понял, что шалкеры забиваются просто невероятно быстро, и инвентарь у меня уж очень маленький. Поэтому пришлось еще внимательнее осмотреться и найти ближайший лесок, в котором я немножечко посрубал деревья и скрафтил себе первые сундучки. Начинал раскопки я, понятное дело, с земли, но в какой-то момент я дошел до камня и понял что мне уж точно здесь нужен маяк. В целом с маяками никогда проблем не было, поэтому я подвез себе один маяк и еще один запасной оставил в интерчесте. Сейчас сверху появится некий импровизированный прогресс-бар, и на этом моменте я бы оценил прогресс своих раскопок примерно процентов так в 3-5. День номер 3. Уже прям сильно видно последствия моих раскопок, а также я определился с уровнем, под который буду равнять. Это 64 высота, и в этом нету никакого сакрального смысла. Просто как-то получилось так, что я равнял изначально под 64 высоту, а потом заменял уже на ней блоки на блоки земли. Также в этот день я заметил, что во многих местах это не просто Plains, а биом равнин с подсолнухами, которые тут активно росли. В целом я не думаю, что это как-то нам мешает, потому что биом равнин с подсолнухами отличается от обычных равнин буквально только наличием в ней подсолнухов. То есть, когда мы это все срубим, там ничего не будет отличаться и ничего не будет выдавать отсутствие просто биома Plains. В остальном этот день скорее непримечательный, потому что это просто килотонна работы. Я буквально целый день занимался только раскопками, помимо своих основных дел по другим проектам. Также уже начал заходить в места, в которых мне наоборот нужно было размещать блоки, чтобы продолжать мою равнину. Под конец этого дня я уже начал понимать, во что же я все-таки ввязался, во что же я все-таки влип. Потому что пока что я даже не представляю конкретных границ территории, которые мне нужно будет обкапывать. Я просто меряю все примерно под 7 чанков прорисовки и смотрю, что у меня до сих пор прорисовывается. А прорисовывается у меня добрая часть, прям достаточно большая половинка. Также вечерком этого дня ко мне нагрянул Джаст со стримом, и я подогнал ему немножечко камня. Вот тут у меня камень есть. Сейчас, как раз сейчас копаю. Тут в основном земля, но и еще камня много. Думаю, 2 шалкера точно соберется. Спасибо тебе огромное, Кролик Мун, ты крутой очень. Кто не видел сейчас бункер на стриме, можете зайти и посмотреть бункер Кролика Мун, я там есть даже. Хорошо, спасибо еще раз. Все, давай, пока. Также под конец этого дня я занялся одной интересной темой для Сегби, которую вы узнаете из его нового ролика. Он попросил меня сделать некое испытание, которое сможет его удивить. Я закупился большой партией шерсти у душники, хотя в целом за старые заслуги мог взять у него бесплатно, но решил, так сказать, поддержать экономику Майншилда. Так вот, закупился партией шерсти у душники и пошел строить одну очень классную тему, которую вы сможете посмотреть или на канале Сегби, или в одном из моих следующих роликов. А чтобы не пропускать мои следующие ролики, что нужно сделать? Правильно, подписаться. Стараюсь делать новые... Как это мой канал?
победить. Контент примерно раз в неделю, в худшем случае раз в 2-3 недели, но без контента вы у меня точно не останетесь. Я настолько много задротил в прошлый день, что следующий день выдался для меня таким импровизированным отдыхом. И я подключился к игре только в 22:15. И так этот день перетек еще и в следующий. Я также продолжал все копать, и копать, и копать, и копать, а также начал уже залезать на самую большую гору, которая вызвала у меня самые большие трудности. В мои планы не входило срубать ее полностью, и я хотел обрубить ее буквально вот прям по границам того, как я ее буду видеть в чанках. Потому что срубить ее полностью было каким-то мазохизмом. Она действительно была очень большая, а я решил все это делать руками, а не ТНТ-машинками. На что мне указали буквально все, кому я показывал этот проект. Но впоследствии я даже выделил 2 дополнительных дня исключительно на то, чтобы дорабатывать и вылизывать мой суперплоский мир, и в том числе дорубать эту самую гору для того, чтобы это выглядело более презентабельно и классно. На следующий день мы с Эгби все-таки сняли кусочек для его нового ролика. Но проект совсем не планировал отступать, а сундуки все множились и множились и множились и множились, а лес рядом все редел. В какой-то момент я по приколу решил ставить каждый новый сундук в ряд, для того, чтобы потом это сформировало достаточно забавную картину того, сколько ресурсов я для всего этого дела выкопал. И тут мы снова вспоминаем про прогресс-бар. На этом этапе работы я оценю свой прогресс примерно процентов в 45-50. Новый день. Еще порядка 5-6 часов работы, еще от килотонна сундуков с ресурсами. Это куда что посмотреть? Потому что я решил собирать абсолютно все ресурсы, которые мне выпадают, которые я могу подобрать. И конец. Уже прямо таки виден. Прогресс-бар раскопок стремится к 70%. Уже, когда я включаю нужное количество чанков и стою в определенной зоне, я не вижу почти ничего на горизонте. Заменяю пол, и в 3 часа ночи следующего дня, так сказать, MVP этих раскопок готово. И изначально, как я уже до этого говорил, я планировал примерно на этом моменте закончить раскопки и все оставить вот так вот, ну потому что это проект в целом на один ролик, и я вряд ли к ним буду очень много возвращаться, поэтому смысл его прям таки сильно допиливать. Но в какой-то момент я решил пойти наперекор своей лени и сказал себе: друг, кролик, надо сделать так, чтобы это было прекрасно, шикарно и офигенно. Поэтому я беру еще доп. Дни и захожу на следующий день заниматься допилами этих раскопок. Да заменяю весь камень в полу землей и расширяюсь в те стороны, в которые до этого даже не двигался. На дворе уже 5 апреля. Состояние готовности раскопок, я бы сказал, примерно процентов так 90. И это уже такой MVP плюс версия. Я не вижу уже буквально ничего на горизонте, но при этом шероховатости до сих пор нужно править. 6 апреля я подготавливаю территории, которые очень туго сходились с другими биомами, где было прям видно явно границу, а также начинаю раскопку невыкопанной мной большой части горы, которую уже даже не видно в прогрузке. Опять же, постоянно сливаю бабки на новую еду, постоянно чиню инструменты и переношу оба маяка на границах территории. Там, где раньше были достаточно большие, прям явные обрубки, я делаю плавный скос, который постепенно переходит в биомы, которые находятся по соседству. К 23 часам этого дня почти вся гора мне все-таки сдалась. А на следующий день в 10 утра я приступаю к финальной полировке. И в результате финальной полировки я готов показать вам на 100% заполненный прогресс-бар с выравниванием. Но выравнивание — это далеко не конец работы. Здесь можно уже подвести промежуточный итог выкопанных мной ресурсов. Здесь порядка 80-90 двойных сундуков, с которыми полностью забиты ресами. Следующий этап — это возведение деревни на горизонте. Я не буду делать прям много деревень, потому что нам объективно не нужно много деревень, но как минимум одна деревня на горизонте точно быть должна, потому что как суперплоский мир, да и без деревни. Я сгенерировал суперплоский мир в одиночке, нашел самую близкую ко мне деревню и скопировал ее в Лайтматик. Поскреб ресурсы со своей базы, а за некоторыми ресурсами
местами даже слетал подобывал. После этого грамотно расположил схематику для того, чтобы она была прямо-таки на границе с прогрузкой и начал строительство. К ночи 7 апреля деревня была готова. Но и остался последний этап в преобразовании обычного мира в суперплоский мир. Конечно же, нужно притащить сюда слизней. С приводом сюда слизней есть достаточно большой перечень проблем. Первое, этих самых слизней нужно откуда-то достать. Просто слизь на мейншилде купить или попросить у кого-нибудь достаточно легко. Но вот живых слизней мало кто разводит. Я постарался поспрашивать и поискать слаймчанки у моих кентов, а также посмотреть у себя в раскопках, есть ли у меня где-то слаймчанки, но в итоге слаймчанки я так и не нашел, пока не обратился к Сегбе. Он мне подсказал, что где-то у него в хранилище банка спавнились слизни, а также слизни спавнились в яме надзирателей. А вот про яму надзирателей было прямо-таки открытие. Я скрафтил много поводков, также забрал те поводки, которые я наутал, пока выравнивал территорию, потому что ко мне часто приходили странствующие торговцы, я их убивал, или они сами сливались, и я утал с них поводки. Ну и, конечно же, закупился бирками, который назвал «Подпишись на кролика Муна», потому что тебе действительно нужно это сделать. Также купил стак обсидиана, думаю, больше мне не понадобится. Прилетел к надзирателям и начал очень сильно осматриваться в поисках слизней. Также мне немножечко помогал Сегбе. В итоге мы с Сегбе отыскали место, где спавнится прямо-таки много слизней. Я поставил там большой портал для того, чтобы затягивать слизней в этот портальчик. Ну а также, конечно, слинковал его с пространством над бедром. Начал пытаться ловить первых слизней и понял то, что слизни, оказывается, не сажаются на поводок, что было для меня сначала большим удивлением, потом я понял, я играю в Майнкрафт что-то в районе всю жизнь, и при этом я протупил и не знал, что слизни не сажаются на поводок, это же враждебные мобы. Конечно, они не сажаются на поводок. Ну вот просто Акром доводил слизней потихонечку к своему порталу и прямо перед порталом давал им неймтег. Ну дальше они запрыгивали в портал, и я копил по 3 больших слизня. Рассказываю одну небольшую особенность Майн, а именно интересный факт о слизнях. Если переименовать одного большого слизня биркой, после этого разбить его на определенное количество частей, на любое, то все части слизня, даже самые маленькие, будут уже называться этой биркой, учитывая, что по факту ты потратил одну бирку, а в итоге можешь назвать при самом лучшем исходе что-то в районе десятка маленьких мобов слизней. Так вот, я фармил группы примерно по 3 больших слизня и старался их потихонечку вести сверху над бедроком до своего основного портала. Там же я забыл увеличить портал и столкнулся с некоторыми трудностями, а также несколько раз чуть не умер при натиске слизни. Если вы досмотрели до этого момента, напишите комментарий со словом слизень или слизь, и я буду знать, сколько же вас таких. Я думаю, мне в целом хватит 6 больших слизней. Их можно будет нормально распределить по моей территории, и будет казаться, как будто они здесь реально заспавнились, как в суперплоском мире. Больше приводить не вижу смысла, потому что так они... Меня не побить, я нет. Они будут слишком сильно агриться на меня, когда я буду стоять в центре, там, где нужно осматривать территорию суперплоского мира, и в итоге все будут кучковаться в достаточно большие кучи, которые мне, собственно, не особо нужны. Поэтому я постепенно привел 6 больших слизней. Опять же, несколько раз чуть не умер, некоторые слизни у меня поразбивались, но в целом все хорошо. Распределил их по полю, а теперь вернемся в начало этого ролика. Дорогие друзья, всем привет! Вы находитесь в суперплоском мире, не иначе нигде, как на Майншилде. И именно об этом сегодняшний ролик. Да, этот кадр снят именно в этот момент, что значит, что теперь прогресс-бар всего проекта равен 100%. Потрачено больше недели свободного времени, около 40-50 часов реальной игры, и выкопано что-то в районе 300 тысяч блок. Я думаю, это заслуживает вашего лайка и подписки. А вот с этими роликами я бы очень хотел, чтобы вы также ознакомились. Они очень классные, я старался. Мне не посмотрели. Всем дайте мне пока ходить пока. Я говорю,